Всем привет, ребят! Вы на канале Margulis Channel. Мы продолжаем проходить Silent Hill Origin. Поехали, добрались мы до театра. Так, я думаю, надо все-таки поменять оружие на всякий случай. Аямба. Оденем гаечный ключ. Так, где здесь отведенное место для билетов? Билеты. Вот оно. Чего не может? Ну, отведенное место. Прошло. Я использую театральный билет. Хорошо. Слышал звук, идущий от главной двери. Кажется, она открыта. Пойдем посмотрим. Дверь вот эта, да? Заходим. Ну, очередная будет большая локация, это по-любому. Он прям пылит куда-то в самом начале. Карта театра. Ух, я. Окей. Дверь закрыта. На телефоне ничего. Тоже закрыто. Так, какой бы? Ну, давай на пятом. Так. Ну, давай, наверное, по правой стороне мы пойдем. Так, здесь у нас, я так понимаю, выход на улицу, да? Да. Да, вот здесь посмотрим. Гаечный ключ еще один. Микстура. Хилы это хорошо. Как минимум хорошо. Закрыто. Ну, наверное, вот этот тоже вход будет. Нет, смотри-ка, открыт. В большой зал пока не пойдем. Все-таки тихо, тихо, тихо. Что это такое? Так, народные легенды. Взял костюм для Калибана. Дизайнер Билл Ортега изобразил народный дух быка, смешав его с резкими символическими образами старинного местного культа в Вартиэль. Его темный дизайн был навеян образом запутанной пещеры Сова, местной исторической. Так, ну все, по идее, только вот сейчас тупо наверх подниматься. Остальное все закрыто. Юлий Цезарь показывали тут в театре. Ну, я думаю, в двери любые можно входить. Без разницы, хотя. Они тут взаимосвязаны, по-моему. Ладно. Патроны для пистолета. Угу. Угу. Балконный коридор. И здесь еще. Пойдем просто прямо. Будем изучать. Закрыто. Дверь завалена. То есть типа сюда никак. Печалька. Там есть еще одна дверь. Может быть, она как-то по другой сторону коридора ведет. Подожди, или я тут был? Да, был.
Ну тогда пойдем тупо в зал. Больше туда никак. В залу центральную пойдем. Да ладно, типа выдохся. Особо-то и не бегали. Так, надо понять сначала, как вообще тут, в принципе, все расположены. Между... Катсцена. What are you doing in here, Lisa? Что ты здесь делаешь, Sorry Лиза? if I scared Извини, you. если я тебя напугала. I thought I was the only Я one думала, in здесь here. больше It's никого нет. dangerous. Это опасно. Dangerous? Опасно? You're Ты kidding. шутишь? The door was open, so I let Дверь была myself in. открыта, и я решил войти. I just love Решила the войти. theater, Travis. Я люблю театр, I want to Трэвис. be an actress. Я хочу стать But актрисой. Mom was a nurse. Но and моя her мама mom была was a nurse, медсестрой, so I'm и ее going to мама be a была nurse. медсестрой. Я I've тоже got what it буду takes, медсестрой. Во мне есть то, что I нужно can't для stop актрисы. thinking about you, Travis. Я не могу не думать о тебе, Трэвис. I want you. Я хочу тебя. Я думаю только о тебе. Let's get the hell out of this Давай place. уйдем из этого безумного города. Run off. The two Сбежим of us. отсюда. Я и ты. We could be so... Нам будет очень хорошо вместе. See? I could be a Видишь, я могла star! бы быть звездой. Yeah. Да. Well, see you Ладно. around. До встречи. Я думаю, она могла бы быть дурой. Вполне. Чё только, блин, это какое... Чё она тут забыла вообще? Сидит в этот, как в одном пустом кинотеатре и пялит в одну точку, что ли? Странная женщина. Так, сюда никак. Угу. Ну, два хода, в принципе. И все они, скорее всего, ведут на сцену. Ну, пойдем отсюда зайдем. Почему бы нет? Так, он сразу же куда-то что-то увидел. Пишущая машинка. Ладно, оружие. Это хорошо. Так. С этим ничего нельзя сделать. Это чья-то жопа. Кто-то висит вниз головой. На полке ничего интересного. Хорошо. Здрасте. Манекен? Кукла. Похоже, кто-то был в процессе ремонта. Угу. Дверь завалена и не открывается. Я не вижу ничего полезного на этом столе. Но, в принципе, тут и все, больше делать нечего. Стой, нет. Вот. Камеру, блин, выровняй. Вот здесь, что это такое? Какие-то красные провода, нет? Ничего не полезно. Все бесполезно. Ладно, дальше. Угу, мы на сцене. Занавес. Я заклинаю тебя, отец, не порвите мои одеяния. Сэр, жальтесь, я буду его поручителем. Тихо, еще одно слово, и я возненавижу вас за то, что... Защитник самозванца. Тихо. Ты думаешь, что больше нет? Ты в порядке, Тони? Да, все в порядке, просто голова болит. Чертова кровь из носа. Ты не против, если мы остановимся ненадолго? Ну, это, видимо, какая-то сцена из какой-то постановы, там, я так понимаю. Заостренных палок. Палочку взяли, тоже хорошо. Так, есть сохранение, и у нас тут еще... Это дверь, но она закрыта, кстати. Так, Питер, желаю удачи в поиске работы. Это место заполнено идиотами. Противопожарный занавес находится в одной цепи с лампочками. Если отключится свет, вся цепь разорвется, и ты не сможешь воспользоваться занавесом. Идиоты, инспектор взорвет сеть буквально. Если увидит это недопустимо. Увидимся, когда я вернусь.
Да, ничего не случилось. Неудивительно. Так, он еще куда-то смотрит. Угу. Это типа какой-то квестовый предмет. Я не вижу ничего полезного. То же самое. Ну, тут есть патроны. Патроны к служебному пистолету. То есть, короче говоря, ну давай сохранимся. У нас есть спортивный, еще какой-то служебный потом пистолет, по идее, должны добавить. Окей. Давайте пистолет тогда, что я же не против. Так, ну все. По идее, у нас тут что? Чик-чик и одна единственная рабочая дверь. А здесь бы я с другой стороны занавеса я бы просто не поднялся, и по идее нам вот куда-то сюда. Дернем еще разок. Пошли. А это куда ведет у нас? Угу. Давай, наверное, все-таки развернемся. Сгоняем вот туда, в ту часть коридора для начала. Половим, как говорится, атмосферу. Здесь же никаких дверей я не пропустил. Да, все верно. По идее, тут должен был, да, закрыто с обратной стороны. Вот на этих штучках может лежать что-то. Ну, это пепельница, я так понимаю. Тут же тоже может. Надо, короче, повнимательнее на них обращать внимание. Потому что там может быть что-нибудь полезное. Так, еще какой-то манекен. Прям касцена за касценой, я смотрю. Отсылочка к третьей части. Ах ты, падла. Добивай, добивай. Да добивай ты эту падлу. Че, наконец. Так, на этой полке ничего интересного. Хорошо, куда-то еще смотрит. Микстура. Больше тут ничего нет. Так, я, получается, вот сюда. В этом направлении и. Это у нас дверь, куда? Бэкстейдж. Давай, наверное, сначала вот здесь все-таки обойдем. Там с гримеркой, походу. Коробки с пиццей, высушенная косметика. Больше ничего не вижу. Я вижу записку какую-то. Бык, марионетка, мужик, крылья какие-то. Джек говорит, что город расположен на древней духовной земле. Надеюсь, что нас благословят. Просперо, шаман, перья, дым, тотемная магия. Ариэль, дух ветра, полет, проекция, марионетки. Калибан, дух быка, наряды плюс представление Беркофиан. И 4, бедный актер. Ай, подожди, я не хотел перемещаться. Погоди, мужик. Мы еще не все же осмотрели. Так, окей, тут зеркало. Я хотя бы его того самого отметил. Костюмы, которые одевают, ну, на премьеру, там и так далее. Ладно. Здесь у нас идет еще одна дверь. Завалим.
Но надо выходить из коридора. Но я не думаю, что тут будут все прям двери открыты. Скорее всего, надо будет, ну, немножко пройтись тут. Так, вот он, этот коридорчик небольшой. Шляемся мы тут, значит, у вас в колуарах. Портативный ТВ. Ничего интересного. Так, это получается в коридор вот этот бэкстейдж, да? Я понял. Завалено. Тут шелестит. А где они? За углом, да, наверное? Ну-ка, давай, подходи по одному. Пока нет. Пустые полки, полки. Так, это. Но сюда везде никак не пройти пока. Но, возможно, в альтернативном мире можно будет. Так, эти чуваки могут на потолке висеть. Стоять. До свидульки. Падай. Ну, самое время что-нибудь одеть другое. Так, предметы. В принципе, эти чуваки, они не очень сложные. И их вполне можно размотать обычным ключом гаечным. Так, поэтому... Ну, тут, кстати, не так уж и много оружия-то осталось. Все в основном как-то вот по чуть-чуть. Ладно, давай вот так. Мясной крюк, он немножко использован. Думаю, ничего страшного. Так. Это у нас что? Давай директор офис. С него и начнем. Что-то лежит. У меня есть тотем солнца. Вот и еще пялит. Стоять. Похоже на сценарий или что-то такое, ничего полезного. Ну как это? Ну вот книжка же. Служебный пистолет. Патроны к служебному пистолету. А где? Почему я не вижу их? Он просто дергает газету и все. Как бы не забыли, походу, прорисовать. Так, понедельник, репетиция, фантастика, новые костюмы, фантастика и вообще фантастика. Вторник, странный день. Сегодня в театр прокралась девочка. Она бездельничает. Ничего, я позволил ей присесть и смотреть. Очень полезное событие. Напуганная Калибаном, благодаря отличному костюму. Похоже, Проспера ей не понравился, и это привело к раннему концу. Поскольку во время первого акта у Тони из носа пошла кровь. Продолжим завтра. Понятно. Понятно. Ну, возможно, девочка, которую пригласили, так сказать, посидеть в театре, это и есть Олеса. Микстура. Тоже хорошо. Ну, в принципе, и все. Тут больше, да, делать нечего. Вот такая вот маленькая комнатушечка. Пошли дальше. Серьезно, вы еще респавнитесь? Ну, это не хорошо. Давай, иди сюда. Добивай. Добивай. Ну, добивай ты его. Иногда он забывает добивать его. Что за хрень? Так, дверь завалена. Тоже закрыта. Ну и тут логично. Дробаш. Это хорошо. Ну и все, по идее. Так, ну давай тогда сходим вот этот коридор бэкстейдж. Посмотрим, можно ли там что-нибудь дернуть, открыть и так далее. Так.
Вот эта дверь где-то, она тут находится. Закрыта. Если нет, тогда тупо в зеркало. Больше тут вариантов немного. Так, вот он, да, этот бэкстейдж. Тоже закрыто. Так, в этот коридор мы... Ну да, больше мы никак не попадем. Ничего, ну, в принципе, все, я обошел все, что можно было открыть, как бы. Поэтому погнали-ка мы в альтернативный мир. Здесь больше делать нечего. Слушай, а вот это не патроны или лежат? Коробки спицы нет, не патроны. Ну, тряпки, это понятно. Так, вот эта дверь у нас. Ну, давай. Ну, камон. Только выходишь, тебя хватает. Стоять, стоять, стоять. Эй, да блин, я хотел оружие переключить. Сейчас все лечиться придется. Так. Возьмем, наверное, кочерга. Я вот думаю, кувалду. Давай дубинку возьмем, да? Так. И еще надо бы полечиться. Припас. Ну да, микстуры, в принципе, пока есть. Серьезно, дубинка. Дубинки на один удар. Ну или на 3. Зашибись, у нас оружие. Отвертка до колес. Слушай, вот эта бутылка алкоголя, нахрен они нужны вообще, по идее. Пошел в жопу от меня. Так, огнестрел нет, предметы. Возьмем с собой пузырь, короче, и будем с ним ходить. Надо из них избавляться. Нужны они 300 лет. Так, да пойдем просто в обратном порядке. Вот это все дело будем обходить. Дверей тут не очень много. Вот только они, блин, малозаметны. Так, сюда никак. Ну, по идее, тут побольше просто врагов будет. И, скорее всего, одни и те же. Ну, максимум добавятся какие-нибудь другие из прошлых локаций враги. Пустые коридорчики. Так. Тут есть у нас что-нибудь полезное? Ключ к коридору балкона. Ага, это получается тот, который на 2-м этаже. Да. Возможно, придется обратно даже возвращаться. Но все равно бежать придется. Какой имеется ключ от коридора, от балкона коридора, который в нормальном мире или в альтернативном? Опять же, вот вопрос. С этим, конечно, вот они офигенно путают. Так, я вот здесь был? Нет. Дверь закрыта. Закрыто. Закрыто. Ну, здорово. Погнали тогда назад.
А эти почему-то не встали. Я думал, они все будут респауниться. Так, давай дернем вот эту дверь. Хорошо. Значит, идем назад. Тихо. Ну-ка, нет, он смотрит на дверь только. Там тот ходит. Поэтому давай-ка возьмем огнестрел. Кто-то тяжеленький ходит прям. Слышно. Угу. Угу. Я понял. В любом случае надо будет идти через этот коридор. А, это падаль. Здорово. До свидульки. Ну, обычно такие черти не встают, так что ничего страшного. Так, оружие надо бы поменять. Перезарядим, почему бы нет? Предметы, припасы, рукопашка. Вот. Будем все равно с пузырем ходить. Эй, ну я ж к тебе подходил. Блин, он походу банку мою разбил. Да, чувак. Баночку-то верните, нет? Не хочешь? Так, одеть, ну. Серьезно? Только не говори, что ты мои банки еще одну разобьешь. Ну, давай, добивай. Так, ну он, блин, с 2 ударов вообще меня просто покоцал конкретно вообще. Я не понимаю, как они урон наносят. Не буду пока использовать больше ничего. Так, надо что-то взять в руки. Почему бы нет? Будем от бухла избавляться. Конечно, не народными методами, но тем не менее. Так. Тут довольно-таки кривой коридор, но я вот не знаю, в какую сторону-то пойти. 2 двери. Это из них открыта какая-то. Логично. Ну, значит, туда едем. Так, это у нас лестница. Получается, я поднимусь на 2-й этаж, только с другой стороны. Камеру не хотите мне повернуть? Не видно же ни хрена. Какие-то растения прям растут. Так, погоди. Для этих ребят... Нет, наверное, не отвертка. Лучше мы возьмем мясной крюк. По-моему, он не один. Есть еще кто-то. Дверь чем-то завалена. А, ну я, в принципе, отсюда пришел. Это дверь такая. На другой стороне двери находятся 2 углубления, квадратное отверстие. На двери находится металлическая табличка с надписью «Я дитя 2 желаний, я стою перед дверью, моя правая рука тянется к свету, моя левая рука желает тьмы». Так, ну у нас есть один тотем. Тотем он называется. Тотем солнца. Правая к свету, да, по-моему? Так, одну мы запекали. Ну а теперь тотем тьмы. Где-то он тут.
А может быть в альтернативном. Так, ну, а в принципе-то и все, да? Чик-чик, а сюда вот все никак. Да, придется возвращаться в альтернативный мир, применять ключ и там, наверное, еще один тотем, если я правильно понимаю. Ну, хоть этот гаденыш не встает, слава богу. Так. Кстати, фонарь надо включить. По карте у нас... А, ну просто по прямой. Поехали. Я думал, ходовка гораздо больше в альтернативном мире будет. Окей. Ну так. Что же уж тут? Ну. Так, у нас есть ключ. Где он? Ключ от балкона. Давай мы его позырим. Балкон кейс. Ну и все, в принципе. Так, балкон. Он у нас, по идее, на втором этаже. Да, балкон и коридор, вот он, сам балкон. Ну, вот сюда. Вот где просто красная черточка. Соответственно, он, по идее, и в альтернативном мире должен открыться. Вроде как. Но это не точно. Так, мы бежим, значит, по прямой. Спускаемся вниз. Правильно? Нет. По прямой выходим отсюда. И направо. Вот сюда. Потом вот сюда. Ну, можно и сохраниться, ничего страшного. Так. Нет, это просто какие-то бусинки, я не знаю. Так. Тен. Давай вот это перепишем. Сейчас пойдем через сцену, получается, обратно. Возвращаемся и тупо через фойе на второй этаж. Нам, если я правильно понял, вот этот именно занавес надо открыть. Ну и, как правило, в конце каждой локации есть босс. Да, ёпта. Пошел ты нахер, козел. Да, от этих ребят так оружия, блин, не останется. Стоять. Стоять, Зорька. Не наверх. Ну, что не заходит, думал, затупил он что-то. Кстати, они довольно-таки близко, два сохранения расположили, а в основном, где ты ходишь, сохранения нет. Это, сука, печально. Чё, кто тут? А? Как он достает-то? Зашибись. Так, давай сначала полечимся.
потом над чем-то. Я. Чем мы его трясем-то? А давай, наверное, да, вот алкоголь этот используем. Ну, вот. Сразу же еще одну баночку поставить. Будем с бухлом гулять. Так, да, тут самый коридорчик. Это все верно. Так, не вижу, что тут происходит. Камера. Камера, переключайся. Эй. Что-то лежит? Нет. Оказалось. Угу. Закрыта основная дверь. Здесь какая-то комната. Lighting room. Не понимаю, как она. Тут маленькая лестница, да, и сюда проход. Аптечка. У меня есть лампочка 125 Вт. И чё? Эй. 750 Вт. 250. 125, 750, 250 и 500. Питер, как ожидалось, лампочки такие же странные, как и все это место. Наконец-то я включил их. Мой надежный вольтметр снова пригодился. Помни, все лампочки должны работать. В противном случае сеть отключится. Предохранители очень быстро устаревают. Вот мои заметки. B должен иметь половину мощности D. А плюс B не должны превышать C. Мощность D не должны превышать А. Черт, Эрик. Да, действительно, черт, Эрик. Короче, получается какое-то уравнение. Ну там как раз и писалось то, что когда свет полностью включен, срабатывает предохранитель, открывается занавес. А куда их применять? Тоже вопрос, конечно, интересный. Так, тут есть какая-нибудь? Нет. Куда бы их можно было запихать, это было бы отмечено. Пошли дальше. Да, нам сюда. Кто? Да ёб мать, урод. Короче, эти черти самые мудацкие. Он меня реально бесит. Поэтому. Тихо. Там тут лампочки. Серьезно, он даже отсюда меня достал. Вот урод. Эй, добиваю. Просто вот один чувак столько неудобства доставляет. Так, пам-пам-пам, предметы нет, припасы. Давай второй. Хрен бы с ним. Так, где я вообще? Что-то я немножко потерялся. Попробую просто дернуть. Да, все-таки сюда можно тоже. Это у нас выход на первый этаж. Дверь, которая заблочена, да, была? А по идее, тут ход должен быть небольшой. Стой, микстурка. Вижу. Тут ничего, да? Да, больше ничего такого нет.
Кстати, вон, я вторую эмблему нашел. Отлично. Так, эмблема вторая на месте. По идее, мне бы в альтернативный мир. Но так хочется все посмотреть. Все интересно. Теперь открыто. Я, получается, сейчас буду на первом этаже. Фойе. Не успел. Что у него с глазами? Что за хрень вообще? Так. Я, короче, вообще сократил путь, да, таким макаром. Так, я слишком, по-моему, расточительно патронами пользуюсь. Давай-ка мы. Тубинка вообще ни о чем. Черга, да? Чергу возьму. Чего бы нет. Так. Дверь закрыта. Нет, это тут нечего брать. Да. Не, ну будет, в принципе, неплохо, если тут вообще дверь закрыта, и мне как бы просто в альтернативный мир картинку вставить и все. Тогда будет вообще элементарно. Где даже, может быть, эту локацию за одной серии уложимся. Пойдем, балкон осматривать. Закрыто. Вот и все. Да, значит, просто в альтернативный мир. Все просто. Запихиваем туда картинку и счастье. Дальше не без понятия, что. По идее, надо в альтернативный мир в Lighting Room. Я так думаю. Потому что есть лампочки. Их куда-то надо запихать. Да, нет, мне кажется, не успею я за одну серию все пройти. Ну, в смысле, только эту локацию. Ага. А может быть, как раз вот где у нас щиток? Нет, не здесь лампочки надо запихивать. Тут просто сохранение. Не, это надо в альтернативный мир топать. По-любому там что-то. Вот это падла тут как тут. Пошла нахер от меня. И добивашечки. Оп. Некоторые восстают из мертвых. Это вызывает озабоченность. Тихо, тут ничего? Катана. Ну, замечательно, подожди. Может, еще что-нибудь появилось? Нет? Высушенная пицца. Где он тут пиццу увидел? Я тут только бумажки вижу и стаканчики из-под кофе. Нам топать надо будет. Где у нас эта хрень? Нет, значит не тут. На второй этаж. На второй этаж вот сюда. Смотрим, чтобы лишних телодвижений не делать. Просто по прямой. До свидания. Блин, это хрень здоровая тут.
Не хочу я близко к нему подходить. Она сносит прилично. Вот подпани ты его, что ли. Все равно он тратит последний патрон. А мог бы не тратить. Кто там? Я же не вижу. Ага. Так, все верно. Так, давай-ка мы огнестрел все-таки поменяем на кочергу. Это непозволительно, правда, много патронов трачу. Это ж потом он трогнется обязательно. Стой, там что-то было? Да, вон патроны же. Служебный пистолет. Ну точно. Сейчас бы просрал пачку патронов. Просто надо очень внимательно прям. Давай, подходи, их тут трое даже. Так, у меня все сломалось. Ну-ка, давай вот так вот мы сделаем. Попробуем не тратить ничего. И заходим сразу. Ну заходи. Ну. Не, придется походу их валить. Давай тогда катану возьмем. Плохо, что я этих ребят не вижу. Серьезно, и вот и вся катана. Блин, дайте пройти. Плохо дело. Ну давай быстрее перезаряжайся. Одна пала взяла и замочила. Так. Предметы. Давай так попробуем. Я не вижу их. Где они? Плохо. Вот что такое? Что за оружие, которое, блин, тратится просто на 3 удара? Вот это как вообще? Одна ампула. Стой, я же еще оружие не поставил. Так, ну только дробаш. Дробовик превращается в пистолет сразу же. Сюда. Ну. Добивай.
Быстренько. Все. Так, надо оружие поменять. Это дело мы перезарядим, хорошо. Так, все равно меня покоцали, короче. Так, он использовал тотем. Это я понял, что тут написано. А дальше-то что? Я думал, что эта дверь откроется, я просто был уверен, блин, в этом. На другой стороне двери находятся два углубления. Квадратное отверстие. На двери находится металлическая табличка с надписью «Я дитя двух желаний». Я стою перед дверью. Моя правая рука тянется к свету, моя левая рука желает тьмы. Так и что? Ты не хочешь открыться-то? По идее, меня должны же вот сюда как бы пустить, разве нет? Непонятно, куда идти. Вообще надо дробаш убрать. Греха подальше. Да, этот... Я смотрю, просто вот эти вот оружия ни о чем. Их выдают, как бы, но толку от этого никакого. Так, тотем солнца был помещен в отверстие. Вытащить его? Нет. Подожди-ка. Может быть, я их неправильно просто поставил? Правая рука. Свету. Да, я их просто неправильно поставил. Вот и проблема. Да. Эй. Так. Предметы. Тотем солнца. Применяй. Правая. Ну, да, я понял, что это квадратная дыра. Ну, слава яйца. Произошло. Так, где я нахожусь вообще? Это коридор. Здравствуйте. Вот кто-то есть. Угу. Кто-то массивный ходит, но я не вижу его ни хрена. А, понятно. Старые знакомые. Да-да-дун. Интересно, они все решили у меня патроны вытащить? Кстати, да. У меня, я так понимаю, это была последняя пачка патронов. Да. И он, короче говоря, что патрон последний не тратить, он может его вполне и ногой добивать. Спасибо, Кэп. Так, давай смотрим, куда мы можем попасть. Чик-чик-чик. Catwalk. Давай сюда. Тоже нет. Это вообще даже не дверь, да? А тут просто тупик. Костюмерно, короче. Что тут? Ага. Ну, камон. Пошла. Так, там еще один ходит. Да, наверное, отверткой он также не хуже запыряет, чем и дубинкой. Жалко, что оружие, блин, просто разрушается за 3 удара. Блин, они нападают просто, я не знаю, от метра.
На тебе врыло отверточкой, заточечкой. И все? И все оружие? Серьезно, один моб, одно оружие, короче. Что за жопа-то вообще? Ладно. Давайте туда оружие побольше. Чем мне потом их руками мочить? Че полезно? Так, это альтернативный мир. И там я, получается, должен вылезти во второй половине театра. Я вроде его почти весь прошел. Так. Ну, мне определенно сюда. Просто подергаю двери, короче говоря. Ну, закрыто. Тоже. Так, вот там что-то лежит, нет? Кухонный нож. Хорошо. Вот надо прям... О, дробаш. Охотничья винтовочка даже. Патроны для винтовки. Слушай, это здорово. Обычно в Silent Hill'ах винтовка самое мощное оружие считается. А в Резидентах это, естественно, ракетница. Так, тут он. Ну, все в принципе. А там больше бежать некуда, да? Ладно, давай перемещаемся. Так, и где я? Ну да, в принципе. Я на втором этаже. Lighting box. Угу. Ну, понятно. Когда лампочки-то запихивать? Куда? Куда и какого хрена, собственно? Куча костюмов. Так лучше видно. Катана. Я ее вообще тут даже не заметил. Из-за кривых, конечно, блин, графики. Плохо видно, что тут вообще лежит. Ну, к тому же еще бывает, сам торопишься. Серьезно. Добивай. Хорош. Что делать? Придется аптечку сожрать. Печально, очень не хотелось бы, но просто открываешь дверь, сразу же моб тебя хватает, и все за жопу. И привет. Вот как быть? Еще один. Кстати, сейчас палка к тому же сломается. Я вот думаю, надо ли вообще туда идти? Дверь закрыта. Это есть. И сохранение. Так, давай сначала тут осмотримся. Железные гири. Серьезно, гирями мочиться. Пока ее поднимет, его можно ушатать раз 200. На качка-то он особо-то не похож. Да? Нет, по-моему, что-то еще есть. Стенд какой-то, что-то там пишут. Так, сохранение. Ну давай, сохранимся и будем серию заканчивать. Па-бам!
Ладно, давайте, правда, серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.